Отношения двух нарциссов. Какая здесь возможна динамика? Как правило, когда говорят о нарциссических отношениях, рассматривают такую схему, когда вот есть человек с ярко выраженными нарциссическими чертами и есть человек, который попал под его влияние, и вот как они взаимодействуют. Но достаточно часто встречается ситуация, когда в отношениях есть два нарцисса, там есть определенная динамика взаимодействия, и это тоже очень важно разобрать. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы разберем отношения, где есть два нарцисса. Это грандиозный нарцисс, такой доминирующий, уверенный, но сосредоточенный на себе, и скрытый нарцисс, человек такой чувствительный, ранимый, но также сосредоточенный на себе. Как у них будут выстраиваться взаимоотношения и насколько они могут быть вообще длительными. Если вам эта тема интересна, можете сразу поставить лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый нюанс — это как вообще люди с такими личностными характеристиками притягиваются. Ну, грандиозный нарцисс, ему важно получать восхищение и внимание, а скрытый нарцисс, он умеет восхищаться и идеализировать. И в этом месте вот может у них произойти клик на первом этапе. Собственно, грандиозный нарцисс — это человек, которому важно что-то такое вот делать в жизни, как-то так проявляться, чтобы это вызывало восхищение, чтобы привлекать внимание. И грандиозного нарцисса просто невозможно не заметить. Скрытые нарциссы, или по-другому еще говорят, люди с нарциссизмом уязвимый тип, это люди, у которых так много вот этого токсичного стыда, что несмотря на то, что им тоже важно получать внимание, важно получать какое-то признание, но они прямо не могут себе позволить показывать какие-то вот вещи, которыми они могли бы гордиться. Поэтому они получают нарциссический ресурс либо путем постоянных жалоб, каких-то вот демонстраций своих проблем, чтобы их пожалели, потому что показать свою слабость мне легче, чем показать какую-то свою силу. От этого я начинаю стыдиться. Либо скрытому нарциссу нужно прислониться к кому-то яркому, чтобы погреться в лучах его славы, так сказать. Скрытому нарциссу, находясь рядом с идеализируемым им грандиозным нарциссом, очень хорошо, потому что вот он как будто бы находится в слиянии, растворяется в достижениях, в значимости, в статусе вот этого вот своего партнера. На втором этапе этих отношений начинает развиваться динамика, которая обусловлена, собственно, типами личности, этим грандиозным нарциссизмом и скрытым нарциссизмом. Грандиозный нарцисс начинает занимать роль лидера, он говорит о том, как нужно поступать. Грандиозный нарцисс привык все сферы своей жизни доводить вот до этого превосходного уровня, чтобы все было лучше, насколько это возможно, и таким же образом старается как-то влиять на своего партнера. Скрытый нарцисс, он чувствует себя человеком глубоко недооцененным, человеком, которого никто не замечает, человеком, чья чувствительность, опять же, оказывается никем не разделена. И вот он больше как бы потопает в своих каких-то жалобах. Например, грандиозный нарцисс говорит своему партнеру: ты слишком все усложняешь, нужно просто делать, как я тебе говорю. Нужно просто вот выполнять то, что мы собираемся делать. Скрытый нарцисс говорит, что ты не понимаешь, меня вообще никто не понимает, меня никто не ценит. Судьба слишком жестоко ко мне обошлась, никто не чувствует вот мою боль, я не могу просто взять и сделать, потому что у меня не получается. Он начинает таким образом вязнуть в своей этой позиции жертвы, что раздражает грандиозного нарцисса, который старается его все больше как бы пинками вывести в это свое такое сияющее поле превосходства. Третий нюанс в этих отношениях — это, собственно, конфликт, который возникает очень скоро, что оба в этих отношениях хотят получить этот нарциссический ресурс, но только он выглядит по-разному. Если грандиозному нарциссу важно признание, важно, чтобы он мог получить какие-то достижения, эти достижения предъявить окружающему миру, чтобы вот ему завидовали, чтобы им восхищались, чтобы это было что-то такое вот, значимое, то вот скрытому нарциссу больше важно, чтобы его как-то чувствовали, чтобы его понимали, чтобы люди оценили и очень глубоко как бы почувствовали, как ему тяжело пришлось раньше, как ему сейчас очень тяжело. Часто скрытые нарциссы себе придумывают разные там выдуманные психические какие-то заболевания или какие-то ограничения, что мне вот тяжелее, чем всем людям, потому что у меня есть какой-то там, не знаю, скажем, аутизм, который никто человеку не ставил. В этом плане, конечно же, они не могут одновременно удовлетворить и одного, и второго. То есть, грубо говоря, если грандиозному нарциссу важно, чтобы были какие-то достижения и такая вот яркая жизнь, то скрытому нарциссу, которому на первом этапе нравилось просто находиться рядом с человеком, у которого много достижений, который много как бы показывает каких-то результатов вовне, сейчас очень важно, чтобы его пожалели, так сказать, взяли на ручки. А это не то, что важно грандиозному нарциссу. То есть у них возникает конкуренция. Они друг с другом конкурируют за внимание, хотя и способы привлечения этого внимания они разные. Четвертый нюанс отношений двух нарциссов, почему им так сложно ужиться вместе. Дело в том, что в этой стадии они начинают конкурировать за нарциссический ресурс, и в каждый момент времени только один из них удовлетворен, второй из них несчастен.
Когда один из партнеров пытается у второго получить какое-то вот внимание, другим это воспринимается как отвержение. Ну вот такой пример. Скрытый нарцисс слышит, как грандиозный нарцисс говорит ему, что давай как-то меньше жалуйся, давай как-то возьми себя в руки, будем делать то, что мы с тобой планировали, там, не знаю, в плане совместной жизни. Скрытый нарцисс слышит это как претензию, ему кажется, что его не слышат, что он опять не оценен, и он говорит: мне очень больно, что ты так говоришь. Таким образом, он хочет получить от грандиозного нарцисса внимание, что тот его как будто бы больше заметил. Но грандиозный нарцисс в этой фразе «мне не нравится, как ты говоришь» слышит отвержение и попытку перетянуть одеяло вот этого внимания на себя. Он воспринимает это как угрозу и может ответить что-то вроде: ну если тебе не нравится, то что ты тогда за мной ходишь. То есть каждый из них идет в контакт, чтобы получить этот нарциссический ресурс, какое-то восхищение, подтверждение своей значимости, но сталкивается с отвержением и отвергает в ответ. Пятый нюанс отношений двух нарциссов — это, собственно, чем эти отношения обычно заканчиваются. Нужно понимать, что отношения двух нарциссов, грандиозного и скрытого, могут длиться достаточно долго, потому что есть вот это взаимное притяжение. Предположим, когда грандиозный нарцисс понимает, что рядом с ним есть скрытый нарцисс, который постоянно страдает, постоянно жалуется, постоянно у него какие-то вот эти вот обвинения, это немножко подпитывает грандиозного нарцисса тем, что рядом со мной есть человек, который из-за меня как бы страдает. То есть я на него влияю, он же мне рассказывает, что он страдает как бы в мою сторону. Соответственно, есть какое-то такое расширение нарциссическое. Скрытому нарциссу, опять же, рядом с грандиозным нарциссом удобно в том плане, что вот он яркий, блестящий такой, и вот тот факт, что даже такой яркий, блестящий человек меня отвергает, означает, что это подтверждается его вот эта уязвимая нарциссическая стратегия жизни. То есть я живу рядом с таким человеком, но тем не менее несчастный, потому что ко мне просто невнимательно относятся. Они могут таким образом друг с другом долго находиться вместе. Кроме того, надо понимать, что люди, которые живут с последствием нарциссической травмы, живут с определенной такой, раной в душе, и они во всех отношениях, в принципе, несчастны. Поэтому в этих отношениях они могут быть, хоть и несчастны, но хотя бы компенсируют свои вот эти вот нарциссические особенности. В других каких-то отношениях я буду столь же несчастен, только они, скажем, чуть быстрее закончатся. Парадокс взаимоотношений двух нарциссов заключается в том, что, несмотря на то, что они могут друг друга притягивать, и эти отношения могут быть достаточно длительными, они в этих отношениях не могут выстроить устойчивую близость. То есть у них такие отношения, знаете, такое динамическое, неустойчивое равновесие. Постоянно эти качели эмоциональные, они могут, например, постоянно расходиться, сходиться. То есть это что-то неспокойное такое, очень волнения там очень много. И но тем не менее люди остаются вместе. Для того, чтобы эта неспокойная картина как-то поменялась, каждому нужно работать со своей нарциссической травмой, чтобы нарциссический ресурс он получал не в таких разрушительных отношениях, а чтобы он смог как-то получить больше устойчивости психологической, и чтобы это открыло возможность выстраивать отношения, где возможен какой-то диалог, возможен какой-то такой здоровый устойчивый контакт. Если вы понимаете и знаете, что у вас есть последствия перенесенной нарциссической травмы в детстве, или в вашем окружении есть такие люди, вы хотите с этим разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня на канале есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы когда-нибудь наблюдали где-то в вашем близком окружении, когда два нарцисса находятся вместе, какая там была динамика, какие вы особенности замечали. Я буду благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.